Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня хочу вам показать очень простой рецепт глазури, который можно сделать дома буквально за минуту из двух самых доступных ингредиентов. Моя любимая вообще глазурь — это глазурь на сгущенном молоке и на сухом молоке, но сегодня я хочу показать глазурь, которая делается из сгущенного молока и сахарной пудры. Такой вариант намного доступнее, но если у вас есть возможность сделать на сухом молоке, то обязательно попробуйте, она похожа на белый шоколад. А здесь у нас все максимально просто. Берем сгущенное молоко, я всегда беру на глаз, ничего не отмеряю, и добавляем сахарную пудру. Тоже я делаю это на глаз, сначала добавляю немножко, потом еще, чтобы у нас получилась густая глазурь. Вот смотрите, перемешиваем, сейчас оно все вмешается. И добавим еще глазури. Если вы хотите, то можно добавить немножко лимонного сока. Где-то чайную ложку, чтобы был такой немножко кисловатый привкус. Вот посмотрите, я вмешала сахарную пудру и вижу, что она еще у меня вот такая жидкая. То есть еще нужна сахарная пудра. Вот посмотрите, я еще добавила сахарной пудры и начинаю ее вмешивать. Здесь вся прелесть в том, что в принципе, если слишком густая глазурь, добавляем немножко сгущенного молока. Слишком жидкое, добавляем сахарную пудру. Все то же самое делаем с сухим молоком вместо сахарной пудры. Если оно у вас есть, то вообще будет просто прекрасно. Если хотите, можно сюда еще добавить чайную ложку лимонного сока, чтобы глазурь была слегка кисловатой. Но тогда вам придется добавить больше сахарной пудры, имейте в виду. И выкладываем сверху нашу глазурь, которая сейчас скроет все трещинки, которые у нас получились при выпекании. Эта глазурь, как глазурь и на сухом молоке, прекрасно делает потеки. Тоже хорошо потеки делает глазурь на желатине. Обязательно попробуйте. Оставлю ссылку на 3 рецепта глазурей. Там вы сможете все посмотреть подробнее. Пасочка немного остыла, буквально 20 минут прошло, она уже не горячая, потому что если наносить глазурь на горячую паску, то очень сильно течет глазурь, а так уже она чуть-чуть не так быстро будет стекать потеками. Но если хотите, то можно и на горячей нанести, но толстый слой глазури у вас не получится точно. В качестве украшения я использую мелко нарезанную курагу. Можно взять журавлину, тоже мелко ее нарезать. Почему-то я не очень люблю покупную посыпку, а всегда люблю делать из сухофруктов, орешков. Так, мне кажется, выглядит оригинально и, конечно же, очень вкусно и более натурально. Смотрите, глазурь полностью застыла, она абсолютно не липнет. И сейчас посмотрим, будет ли она крошиться. Можно сказать, что она не крошится совсем. Посмотрите, чудесно себя ведет. И такая у нас красивезная пасочка. Посмотрите, какая. Обратите внимание, что несмотря на то, что это у нас не дрожжевое тесто, в нем не может быть волокон, она у нас все равно, посмотрите, какая красивая. Ну что ж, смотрите, рецепт глазури классный тем, что он очень удобный, очень доступный, и при этом вам не нужно ничего взбивать, ничего варить, ничего в принципе не нужно дожидаться. Она очень быстро схватывается, хорошо себя ведет, не липнет, не течет слишком сильно. Выкладывайте ее уже на слегка теплые паски, тогда она не будет растекаться сильными потеками. И также она не крошится при нарезке и вкусная по вкусу. Всем пока, до новых вкусных рецептов!